Россия готова пойти на уступки. Лавров озвучил условия Путина и заявил о необходимости дать Москве гарантии. О чем речь? Зеленский признает проблемы на фронте и впервые реагирует на слова Путина и Герасимова. Что сказал о Курской области и почему в ВСУ тем временем утверждают об ударе и взятии в плен представителей морской пехоты РФ. Решающая неделя. Трамп приготовил кнут и пряник для Путина и Зеленского. В Вашингтоне ответили, когда Америка может ввести новые санкции против России и почему до сих пор этого не сделала. Элитный закрытый клуб для супербогачей. В Америке создают сообщество для тех, кто хочет быть ближе к Белому дому. Стоимость входного билета более $500 000. Узбекистан пригласил Трампа в Ташкент. Приедет ли американский президент и как много узбекистанцев уезжает в США на ПМЖ. А в Литве собираются обучать школьников сборке и управлению дронами. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Литва, граничащая с Белоруссией и Калининградской областью России, собирается сделать из школьников пилотов дронов. Уже этой осенью ученики Кидайнейского района начнут обучение конструированию и управлению беспилотниками. Муниципалитет Кидайней вместе с литовским агентством неформального обучения подписали соглашение о создании отделения AirTech. С сентября более 300 школьников с 3 по 12 классы начнут получать знания, которые в будущем могут сыграть решающую роль в защите страны. Проект поддерживают сразу несколько госструктур. Это Министерство обороны, Министерство образования и спорта, а также местные власти, вложившие в инициативу 16 000 евро. С точки зрения сегодняшней геополитической ситуации и безопасности страны радует, что такие занятия появятся в нашей стране. Дроны в российско-украинской войне стали символом новой эпохи боевых действий. Вильнюс сделал выводы. На мартовском заседании Совета по обороне решено, что к 2027 году страна должна достичь серьезных возможностей в сфере беспилотников. Напомню, в РФ в конце апреля 2023 года Путин впервые заявил о необходимости внедрения в школьную программу курсов по конструированию, сбору и управлению дронами. Подобный вопрос о внедрении в школьную программу так называемого дроноведения поднимался и в Украине. Хочешь прикоснуться к Трампу – плати. В США создают самый элитный частный клуб, который когда-либо был в Америке. Клиентами, которых готовы обслужить, станут магнаты бизнеса и технологий, стремящиеся укрепить свои связи с администрацией Трампа. Об этом пишет издание «Политика». Входной билет «Ключ в мир богатых и приближенных» будет стоить более $500 000. Создателями клуба супербогачей являются Омид Малик, один из доноров Трампа, его партнер Крис Баскирк, Дональд Трамп-младший, а также Зак и Алекс Уиткоффы, сыновья спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Требования к рефералам и высокая стоимость членства предназначены для того, чтобы руководители высшего звена могли общаться с советниками Трампа и членами кабинета без вмешательства журналистов и посторонних. Цена не станет проблемой для членов кабинета Трампа, поскольку это самый состоятельный кабинет в истории. У клуба уже есть лист ожидания. Итак, клуб будет работать по принципу «свой среди своих», без журналистов, без лишних глаз. Локация – престижный район Джорджтаун. Идея проста – создать самое закрытое сообщество в столице США для бизнес-элиты и тех, кто хочет быть приближенным к президенту Америки. Пресс-секретари Трампа-младшего и других организаторов отказались комментировать детали этого проекта. Западная пресса пишет, что Вашингтон ждет громкая перезагрузка элитной тусовки под новым брендом. У Трампа для Путина и Зеленского есть как кнут, так и пряник, которыми он хочет довести Россию и Украину до стола переговоров и прямого диалога между Киевом и Москвой. Об этом в интервью Fox News заявил Майк Уолтс, советник президента США по нацбезопасности. Он назвал встречу Трампа с Зеленским в Ватикане исторической и признался, что это американский президент хотел встретиться с Зеленским. Это историческое событие. Эта встреча, этот фон в Ватикане войдут в учебники истории. Президент Трамп стремится быть президентом мира, вести переговоры о мире и дипломатии в Ватикане, одном из самых символичных мест. Президент сидел с мировыми лидерами, людьми разных вероисповеданий, перед сотнями тысяч людей, и его главной целью было встретиться с Зеленским лицом к лицу и обсудить, как положить конец крупнейшей сухопутной войне в Европе. Обе стороны должны этого хотеть. Он выразил свое разочарование обеими сторонами, но подчеркнул свою решимость.
Если вернуться назад, всего 100 дней назад, при Байдене и его команде не было никакого плана окончания войны. Путин согласен на перемирие, но Украина в обмен не должна получать вооружение. Условия Москвы в интервью американскому телеканалу озвучил Лавров. Говорит, что Россия хочет получить гарантии. Что касается прекращения огня, Путин сразу поддержал предложение Трампа о 30-дневном перемирии несколько недель назад, но с условием, что не повторятся ошибки последних 10 лет, когда подписанные соглашения нарушались Украиной при поддержке администрации Байдена и европейских стран. Это касалось соглашения 2014 года, Минских договоренностей и договоренностей в Стамбуле в апреле 2022 года. Мы хотим гарантий, что перемирие не будет использовано для усиления украинской армии и поставок оружия. Украина 11 марта приняла идею перемирия без предварительных условий, предложенную США. Вы говорите, что нужны предварительные условия. Это не предварительные условия, а уроки, извлеченные из 3 случаев, когда подобные договоренности нарушались при поддержке Европы и Байдена. Если цель перемирия — продолжать поставки оружия Украине, это не то, чего хочет Трамп. Европейцы и Зеленский хотят, чтобы Украина вышла победителем, что противоречит инициативе Трампа. Кроме того, Лавров намекнул на то, что Россия готова пойти на уступки. Отвечая на вопрос «какие?», Лавров сказал следующее, цитирую: «Я неоднократно подчеркивал нашу готовность искать баланс интересов в переговорах по Украине и стратегическим отношениям с США. Это и есть готовность к переговорам». Конец цитаты. На заявление главы МИД РФ уже отреагировали в Украине, его слова назвали манипуляциями. Лавров своими манипуляциями с условиями прекращения огня в очередной раз доказал, что Россия просто тянет время и пытается обмануть президента Трампа. Важно, что ранее они пытались замаскировать свое поведение под информационные попытки обвинить Украину в нежелании мира. Но пропагандистские усилия провалились, и теперь все на поверхности. Вся российская ложь очевидна, все ее видят. Когда же Трамп может использовать кнут для Путина, уже на этот вопрос решился ответить государственный секретарь США Рубио. Он рассказал, почему Трамп, если так сильно раздражен поведением Путина и призывает его остановиться и не бить по гражданским объектам, до сих пор не ввел санкции, как ранее обещал. Кроме того, в Госдепе называют эту неделю решающей. Понимаете, как только вы начинаете вводить подобные меры, вы фактически отказываетесь от дипломатии. Вы фактически обрекаете себя еще на 2 года войны. А мы не хотим, чтобы это произошло. Я считаю, что важно понимать, нет другой страны, нет другой организации или института в мире, которые могли бы объединить эти 2 стороны. Никто, кроме нас, не ведет переговоры с обеими сторонами. И никто в мире, кроме президента, не способен добиться такого результата. Это очень серьезная ответственность и в то же время важнейшая возможность. И мы хотим использовать ее до конца, не упустить шанс, который действительно может сработать и привести к миру. Но в то же время мы не хотим тратить время на то, что не приведет к результату. На протяжении всего этого процесса мы пытаемся определить, действительно ли обе стороны хотят мира, насколько они близки к этому или, наоборот, далеки друг от друга после 90 дней усилий, уже более чем 90 дней. Это то, что мы пытаемся определить на этой неделе. Есть основания для оптимизма, но есть и причины для беспокойства. Друзья, какие у вас чувства и есть ли какие-то основания для оптимизма или же наоборот беспокойства? Поделитесь своим мнением в комментариях и как считаете, спрошу вновь, кто кому и что должен уступить? Ведь, судя по заявлениям, без этого не обойтись. Россия пытается наступать. О том, что на фронте неспокойно, признает Зеленский. По его словам, штурмов десятки и как минимум на 4 направлениях. При этом Зеленский впервые отреагировал на слова Путина и Герасимова, которые накануне заявляли о полном контроле над Курской областью и вытеснении сил ВСУ. Зеленский говорит, все не так. Бои и там продолжаются. А ВСУ не только находятся в Курской области, но и в Белгородской. Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Наши военные продолжают активные оборонительные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей. Отмечу, что некоторыми формулировками российских официальных лиц недовольны и российские Z-военкоры. Накануне они также писали, что ситуация, мягко говоря, не совсем такая, как описывает ее Москва. В Z-пабликах пишут, что силы ВСУ еще остаются на территории России. И рано праздновать или же красным отмечать на календаре дни освобождения. Полное освобождение региона. Это более простой термин, который означает,
что на территории Курской области нет ни одного бойца противника. Жители же региона в бытовом смысле воспримут освобождением день, когда они смогут вернуться к своей земле без риска для жизни. То есть, освобождения региона еще нет ни в каком смысле. Но именно освобождением региона назвал то, чем оно не является ни начальник генерального штаба, ни верховный, а далекий от войны и военных терминов Дмитрий Песков. И если накануне российская сторона публиковала видео поднятия триколора в селе Горналь, то сегодня уже украинская сторона публикует видео, как утверждается, из Курской области. Силы обороны Украины говорят об уничтожении представителей 810-й бригады морской пехоты, а также взятии нескольких ее военных в плен. Стрелок 810-й отдельной бригады морской пехоты был взят в плен 26 апреля 2025 года в Курской области около силами специальных операций Украины, за что я благодарен им за сохранность своей жизни. Карта мониторингового канала Deep State остается без изменений. Согласно ей, силы ВСУ все еще контролируют около 18 квадратных километров территории Курской области. Американского президента ждут в Ташкенте. Узбекистан хочет установить прочную дипломатическую связь не только с ЕС, но и с США. Трампа пригласили в Центральную Азию, в частности, посетить Узбекистан. Приглашение передали через министра иностранных дел Бахтиера Саидова и спецпредставителя президента Абдулазиза Камилова во время их визита в США. Кроме того, в Вашингтоне уточнили, что узбекистанцы подают рекордное количество заявок на получение американских виз, а консульство США, в свою очередь, выдает рекордное количество разрешений на въезд. И министр иностранных дел Саидов, и специальный представитель президента Камилов во время визита в Вашингтон пригласили президента Трампа посетить Узбекистан, возможно, в рамках саммита Си-5+1. Белый дом очень доволен приглашением и серьезно его рассматривает. С учетом того, что с момента независимости прошло более 30 лет, я считаю, что сейчас правильное время для визита президента США в регион. Кстати, посол США прокомментировал недавние заявления Лаврова о желании ЕС доминировать в регионе. По словам Хеника, США полностью поддерживают стратегическое сотрудничество Узбекистана с Евросоюзом и считают, что Ташкент заслуживает равноправного партнерства со всеми. И с соседями, и с США, и с Европой. Подписчики из Узбекистана, согласны ли вы с заявлением Хеника? Много ли среди ваших знакомых желающих уехать на ПМЖ в США? Напишите в комментариях. И, друзья, спасибо вам за комментарии, за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.